Привет, секретная задача из экзамена 26 для 9 класса. И что дано? Дан квадрат, на правой стороне построен полукруг, проведена касательная, и вот площадь зеленого треугольника равна 12, и нужно найти площадь всего квадрата. И 90% девятиклассников не могут ее решить. А нам поможет одна маленькая теоремка, которую все знают. Я дам буквы А, Б, С, Д, квадрат, запомните, это квадрат. Квадрат. Вот здесь напишем О, пусть касательная будет БМ, это К, точка касания. Ну что, поехали. Я показал девятиклассникам, вот что предложили ребята. Один очень такой сильный математический боец предложил продолжить эту касательную и получить треугольник. Ну, сказал, интересно, да. И тогда полукруг уже вписан в этот прямоугольный треугольничек и расположен на катете. Мы решали много таких задач. Ну да, наверное. А одна горячая девчонка сказала, что я вообще тут симметрию вправо сделаю. Вот так. И получу равнобедренную трапецию. Хо-хо, сказал я, это круто. Ну, так далеко я не заглядываю. Напишите, кто заглядывал так далеко, то я решу при помощи той теоремки, о которой я говорил. Что за теоремка? Да ее вы все знаете. Маленькая, красивая теоремка. Отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны между собой. Вот из точки М проведены касательные, и отрезки МА и МБ равны между собой. А где здесь такие отрезки? Вот из точки Б проведена касательная BC, да, если дальше продолжить, это будет точно касательная, и БК касательная, правильно? И они равны между собой, видели? Видели. Ну, хорошо. Но BC сторона квадрата, значит, и АБ сторона квадрата. Ну, вообще говоря, и АД сторона квадрата. Тогда это X, хорошо, это X. Ну, и АД будет X, хорошо. Но этого мало нам, этого мало. Оказывается, здесь есть еще два отрезка касательных. Где? А вот из этой точки М проведены МД и МК. То есть вот этот отрезок равен вот этому отрезку. Я обозначу Y и Y. Ну и что теперь получается? Получается, что в прямоугольном зеленом треугольнике АМ катет можно выразить через X и Y. Это X минус Y, верно? Ну а гипотенуза этого треугольника чему равна? Так, X плюс Y. Стоп, тогда в этом треугольничке известны оба катета, точнее выражены, через X и Y гипотенуза. Но нету известна площадь треугольника, она 12, она равна половине произведения катетов. Это катет на это пополам будет 12. А что еще? Так, теорема Пифагора. Это в квадрате плюс это в квадрате равно это в квадрате. Получилась система двух уравнений с двумя переменными. Что тут решать? Ну что, поехали. Я не буду решать систему. Посмотрите. Сразу прокачаю Пифагора. Получается x в квадрате плюс x минус y в квадрате равно x плюс y в квадрате. Это по теореме Пифагора. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, возвожу. X в квадрате плюс x в квадрате минус 2 xy плюс y в квадрате равно x в квадрате плюс 2xy плюс y в квадрате. Красиво стал писать, да, стараюсь для вас. Смотрите, 4xy равно x в квадрате, и я не буду сокращать на x. Потом посмотрите, почему это удобно. Я скажу, что xy отсюда равен x в квадрате, деленное на 4. И запомню это. А теперь внимание. А теперь площадь. Площадь моего треугольника АБМ, зеленого, АБМ, равна половине произведения катетов. X на x минус y пополам. X на x минус y пополам. Раскрываю скобки. X в квадрате, внимание, минус xy пополам. Вот почему я не трогал xy. Мне удобно вычесть. X в квадрате на 4. Видели? Пополам. Здесь я устно посчитаю. 4х в квадрате минус х в квадрате в числителе 3х в квадрате на 4, и еще на 2, на 8, на 3. Получается в восьмых х в квадрате. Ну что это такое 3 восьмых х в квадрате? Так это площадь треугольника. Так она равна 12. А, точно, она 12. Тройка 12 сокращается, справа 4. 8 и 4 – 32. И задача решена. Х в квадрате 32
А что такое х в квадрате? Так площадь нашего квадрата. S квадрата равна 32. Ну как вам такая история? Ответ 32. Ну что, поставите лайк или пожадничаете? Ладно, пойду писать шортс. Мне кажется, интересно просто. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч.